Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами быстро, вкусно готовим, а главное, готовим мы только полезную еду, которую можно кушать на стадии ожирения, на стадии снижения веса и даже при диабете второго типа. Дорогие мои, сегодня я не буду тратить ваше драгоценное время своими прелюдиями и длинными рассказами, потому что это будет нашим ужином, и я уже должна поспешить сейчас готовить все. Муж скоро приедет. Значит, мы с вами сегодня приготовим баклажановый пирог с мясом. Этот пирог будет вообще без муки, какого-либо полезного даже происхождения. Обычно я с вами использую или же какую-то соевую муку, миндальную, протеиновую. Да? Сегодня у нас вместо коржей будут слайсы баклажана. Ну что, интересно? Не будем терять время, идемте готовить. Для приготовления нашего блюда нам сегодня с вами понадобится форма для запекания, сковорода, венчик для взбивания яиц, одна лопатка, маленькое полотенце и из продуктов масло для того, чтобы мы вспрыснули нашу форму для запекания, 2 баклажана, 1 сладкий красный перчик, 250 грамм сыра тертого, 1 банка помидоров в собственном соку, 1 яйцо, 700 грамм фарша, у меня свиной сегодня, 1 большая луковица, 7 средних шампиньонов, ну и специи я тоже взяла какую-то смесь, тимьян и вот здесь какой-то чеснок с какими-то еще травками. Ну и, конечно же, для того, чтобы мы выпекали наш будущий вкусный пирог, нам нужна будет духовка, которую я уже сейчас включила на 175 градусов. Приступаем к готовке. На сухую разогретую сковороду мы высыпаем с вами шампиньоны для того, чтобы они отдали сок. У них очень много жидкости, и эта жидкость должна немножечко выпариться, и потом мы к ним добавим наш порезанный лук, мяско, фарш и остальные ингредиенты. Сковородка у меня разогрета на 12. Шампиньоны уже отдали влагу, жидкость. Теперь вливаем немножко масла и к грибам отправляем наш порезанный лук. Тоже немножечко обжариваем, буквально пару минуток, и добавим к шампиньонам с луком наш фарш. Лук немножко подрумянился, и теперь к нему мы добавляем наш свиной фарш. Все это смешиваем и через минут 5 введем наши помидоры в собственном соку, для того, чтобы наша будущая начинка потушилась. Фарш уже, видите, поменял немножко цвет, значит, он уже почти приготовился. И я перед тем, как ввести помидоры, хочу добавить сюда сладкий красный перчик. Я его добавляю специально в конце, чтобы он был таким, знаете, хрустящим, чтобы он ощущался в нашей начиночке. И самое время сейчас добавить наши помидорчики в собственном соку. Да. Тимьян, и нашу специю. Какая-то она у нас такая смесь, я не до конца ее виду. Теперь все это перемешаем и потушим буквально минут 5, 10, если вы так захотите. И потом начнем собирать наше чудо-пирог. Смотрите, как уже все красиво. Сейчас мы нашу будущую начинку переложим
миску и будем выкладывать с вами наш пирог с баклажанами. А теперь приступаем к самому интересному творческому процессу, когда мы будем с вами оформлять наш пирог. Я беру масло, спрыскиваю маслом нашу форму, вот так, по бокам, и аккуратненько будем выкладывать наши баклажаны. Я немножко продвину наш фарш, пока мы будем выкладывать баклажан. Выкладываем так лепесточками вокруг формы в произвольном совершенно порядке. Так у нас хорошо все уже пахнет. Так. Теперь поверх наших баклажан мы с вами давайте выложим тертый сыр. Вот половину буквально. Потому что вторая часть у нас уйдет на верхний слой. Так, этого будет достаточно. И начинаем выкладывать наш фарш. Опять же, можно просто-напросто его вот так вот вылить сюда. Запахи у нас чудесные за счет всех специй, которые мы с вами добавили. Так вот все это выравниваем. И сейчас притрусим остатком нашего тертого сыра. Смотрите, какие у нас цвета красивые получаются. Сочетание чудесное. Все такое полезное и вкусное у нас с вами. Вот, по сути, и все. Теперь начинаем загибать наши лепесточки. Так вот. Видите, как у нас все красиво. Так. И серединку я просто-напросто положу те, которые у нас не очень красивые лепесточки. Такие остаточки. Но мы все равно ими прикроем наш пирожок. Вот как все у нас чудесно. Теперь отодвигаем форму с нашим будущим пирогом в сторону. Берем венчик и взбиваем яйцо, которое мы с вами просто-напросто как бы склеим, скрепим во всяком случае наш пирог. Все, яйцо мы взбили, и теперь начинаем покрывать наш пирожок. Я взяла дополнительно еще кисточку, которую забыла вам показать. И сейчас мы будем все это смазывать яйцом, чтобы у нас все скрепилось и получилась такая румяная корочка. Видите, как уже все красиво у нас. Так, можно даже немножко его и вылить. Остаточки, да? Ну что, пирожок готов отправиться в духовку, которую, как я уже сказала, я разогрела до 175 градусов, можете 180 поставить, все зависит от вашей духовки. И наш пирог должен там простоять буквально минут 30-35. Опять же, смотрите, чтобы он подрумянился, и вы почувствуете, конечно, что он будет готов, когда у вас в кухне будет чарующий запах. Смотрите, что у нас с вами получилось через 40 минут. Я думала, будет 35 минут он делаться, но я ему дала 40 минут. Посмотрите на свою духовку. Какое вот чудесное произведение у нас с вами получилось. Я его, с вашего позволения, поставлю сюда, потому что он горячий и очень тяжелый все же. 700 грамм фарша пошло у нас и все другие ингредиенты. Вы видите, как все просто и что у нас самое полезное в этом пироге. Да? Вы можете его
делать как-нибудь, ну не знаю, поэкспериментируйте. Можно его сделать слоями. Слой сыра, потом фарша, потом опять слой сыра. Разделить, короче говоря, да. Я же положила только в первый слой и последний, по сути. А можно его перекладывать больше, он будет более у вас такой высокий. И специи также добавляйте по своему вкусу, свои любимые. Можно чесночок добавить, что угодно, как хотите. И посмотрите, какая красота. Это такой пирог можно подать как с каким-либо гарниром, если вот как у нас сегодня будет ужин, да, и с салатом. Но такой пирог не стыдно, мои хорошие, подать и на праздничный стол. И продукт-то у нас получился очень даже незатейливо дешевый. Так что пробуйте, готовьтесь, не бойтесь и экспериментируйте, повторюсь, и наслаждайтесь едой. Но помните, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Спасибо, мои хорошие, что были на этот раз вместе со мной. Всех вас люблю. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, желайте, что бы вы хотели, чтобы в следующий раз я для вас приготовила. И я буду с удовольствием воплощать ваши желания в жизнь. Спасибо еще раз. С вами была любящая Виктория. До новых встреч и до новых рецептов. Пока!